Представьте, что выборы в вашей стране отменили. Что вас больше никто не спросит даже формально, хотите вы этого человека у власти или нет. Системе больше не придется раз в 6 лет напрягаться, потому что вот получил автократ абсолютную власть, и все. Волен поступать, как захочет. Что будет делать такой правитель? Руководить страной? Это не так-то просто и не всем интересно. Гораздо интереснее покупать обстановку для дворца, делить государственные деньги с друзьями, устраивать баллы и карнавалы, чем страной управлять. И у нас есть отличный тому пример – король Марокко. Сегодня мы поговорим о Мухаммеде VI, правителе, стабильно входящем в десятку самых богатых монархов мира. Его называли и ошибкой в хромосоме, и спасителем страны. А теперь гадают, куда же он подевался. Уже 5 лет подданные почти не видят своего короля. Только перед тем, как начнем, напомню. Завтра у нас спектакль и встреча в Израиле. Туда все билеты уже проданы, но мы делаем онлайн-трансляцию. Она будет в воскресенье, 7 января. Вы сможете прямо из дома увидеть полностью все шоу. На трансляцию, как и на выступление, тоже продаются билеты, причем как простые, так и для крупных жертвователей. Это один из источников финансирования канала, так что заходите на сайт и покупайте доступ к трансляции. Цена там 1500 рублей. Можно купить и в евро, и в рублях. Начало в 8 по Москве. А если вы из Франкфурта, Цюриха, Парижа, Риги, Милана или Таллина, то вы можете купить билеты на живые выступления, которые пройдут в этих городах в ближайшее время, прямо на следующей неделе начинаются. Ссылка в описании к ролику тоже. Теперь начинаем. Мухаммед VI, нынешний король Марокко, родился в 1963 году. Сейчас ему 60 лет, и он у власти. Его отец Хасан II был монархом, который сконцентрировал в своих руках всю полноту власти в стране, как светской, так и духовной, и даже закрепил это в Конституции, которая была принята во время его правления. Он так и заявлял, цитируя пророка: «Кто ослушается меня, тот ослушается Бога». Против Хасана было совершено как минимум 2 попытки покушения. Он проводил жесткие репрессии с захватом лидеров оппозиции, пытками в тайных тюрьмах и казнями. Завел себе тайный гарем из полусотни наложниц. При нем парламент стал не местом для дискуссий. Король считал, что целью политических партий должно стать стремление к милости короля, а не борьба за власть или что-то там еще. И вот такой человек растил сына Мухаммеда, героя нашего сегодняшнего ролика. Если вы думаете, что детство его было не сладким, то так оно и есть. В 4 года с ним начали заниматься изучением Корана, а с 6 лет для него во дворце организовали Королевский колледж. И, судя по всему, когда королю не нравилась успеваемость сына, того наказывали плетью. Ничего удивительного, что принц, закончив образование в Марокко, при первой же возможности свинтил в Европу, на стажировку в Ниццу, чтобы хоть немного ослабить контроль над собой. Король же устраивал за ним слежку. Он знал названия всех баров, где принц пытался снять стресс. Отец и сын были крайне недовольны друг другом. Король в сердцах называл сына ошибкой в хромосоме, а сын как мог избегал родительского внимания. Но в конце концов в 99 году король Хасан II умер. Мухаммед VI выдохнул с облегчением и взошел на престол. От нового короля ждали изменений. С его коронацией было связано много надежд. Ему по наследству достался ворох проблем. В стране безраздельно властвовали спецслужбы, проводились репрессии, а народ погряз в нищете. И король Мухаммед с энтузиазмом начал эти проблемы решать. В первую очередь он отстранил всех высокопоставленных чиновников, которые были причастны к тем самым поркам плетью за неуспеваемость и к слежке в барах Ниццы. Но кроме того, он принял и несколько важных решений. Был уволен одиозный министр внутренних дел, который буквально олицетворял и символизировал собой годы репрессий. Была проведена амнистия политзаключенных, потом провели еще 2. Была создана комиссия по справедливости и примирению, а главой Совета по правам человека был назначен бывший политзэк. Его работой стала реабилитация жертв политических репрессий. Началась борьба с бедностью, положение женщин в стране улучшилось. Однако в ходу был непотизм. Король всюду назначал на должности своих друзей, с которыми он веселился в студенческие годы. Возможно, он видел в них единомышленников, которые помогут провести реформы, но что-то пошло не так. Реформы затормозились, доходы населения перестали расти еще в середине 10-х годов, спецслужбисты выкрутились из сложного положения и снова начали бессудные задержания и пытки. Вдобавок от чего-то стала расти коррупция. Так часто бывает, если назначаешь на важные должности по дружбе людей. Элиты сопротивлялись реформам, а результаты тяжелых решений появились далеко не сразу.
И королю постепенно надоело заниматься своей работой. И все чаще он возвращался к привычному для себя поведению принца, сбежавшего из-под присмотра. Разношерстная марокканская элита, знать, вожди племен, руководители спецслужб требовали от короля то принять послов, то подписать документы, то поприсутствовать на мероприятии. Все это, разумеется, сопровождалось ритуалом, протоколом и тестами на ковид, требовало организации и усилий сотен людей. А король так и норовил улизнуть, наплевав на дипломатические скандалы. Знать эксцентричность короля не одобряла. Тот все чаще пропадал за границей, устраивая вечеринки со звездами, художниками, актерами. Мухаммед, кстати, стал фанатом рэпа, покровительствовал музыкантам и предпочитал зависать с ними, а не управлять страной. Чиновники жаловались, что его в стране большую часть времени просто нет. Здоровье у монарха тоже было не ахти какое, его мучили астма и легочные заболевания. Даже подъем по лестнице давался ему с трудом. Но больше всего марокканской знати не нравилось новое окружение короля. Вся эта подозрительная богема. То певцы, то спортсмены, то вообще не пойми кто. Но, как говорится, воля короля не обсуждается. И когда элиты, у которых король от рук отбился, думали, что хуже уже быть не может, у короля появились братья Азайтеры. В 18 году король подружился с 3 братьями – Абу, Отманом и Амаром. И вскоре те стали постоянными спутниками короля. Их фото появились в соцсетях правителя. Они приобрели невиданное влияние при марокканском дворе, вплоть до того, что могли давать указы министерствам или решать, кто будет или не будет иметь доступ к монарху. При этом они были не принцы какие. Братья Азайтеры – дети простых марокканских эмигрантов, поселившихся в Германии в послевоенные годы. Абу, который первым подружился с королем, был бойцом ММА, в юности был замешан в истории с грабежами и провел 2 года в тюрьме за нападение. Братья пришли совсем не ко двору во дворце, но короля все устраивало. Мухаммед VI обеспечил своих новых друзей должностями, привилегиями, любыми машинами на их вкус, одалживал им свой самолет, поддерживал их бизнес-начинания и даже разрешил им говорить от своего имени. Потеряв влияние на монарха и будучи не очень довольными такой ситуацией, марокканские элиты оказались в непростом положении. Их положение традиционно держится на легитимности и благосклонности короля, и жизнь не готовила их к тому, что однажды рядом с монархом появятся 3 непонятных простолюдима, которым плевать на обычаи, правила и снобизм потомственных аристократов, а самому королю править надоест. Чтобы дискредитировать взорвавшихся выскочек, элиты прибегли к способу, который они обычно применяли, чтобы утихомирить оппозиционных журналистов и диссидентов. И способом этим был сексуальный шантаж. Дело в том, что несмотря на все улучшения в области прав человека и гарем предыдущего короля, Марокко является государством, чье право основано на религии. Внебрачный секс или супружеская измена в этой стране – основание для реального тюремного срока и, конечно, ужасный удар по репутации. Много лет спецслужбы используют законы об отношениях между полами, чтобы дискредитировать лидеров оппозиции и представителей СМИ. Организовали охоту и на братьев Азайтеров. Сбором компромата занялся Абдель-Латиф Хамучи, глава местного ФСБ, Службы национальной безопасности Марокко. В начале правления Мухаммеда VI этот чиновник саботировал проведение реформ, занимался цензурой и преследовал тех, кто поддерживал перемены. Как полагают марокканцы, у этого мрачного бюрократа, любящего ставить шпионские программы на чужие телефоны, просто не может не быть компромата на братьев Азайтеров. Вопрос только в том, как и когда он применит собранные материалы. Время от времени с подачи отдела этого самого Хамучи в марокканской прессе появляются статьи, в которых подробно разбираются проступки королевских любимчиков, за которые те понесли наказание в Германии – воровство, вымогательство, побои, торговля наркотиками. Кроме того, братьев обвиняют во владении предметами роскоши и дорогими машинами. И даже в том, что однажды они пролезли без очереди в больницу. Короля страшно раздражают попытки элит призвать его к порядку, пристыдить как школьника, и он реагирует привычным для себя способом. Уезжает. Прошлым летом Мухаммед собрался и уехал в Европу, пожить во Франции. Король провел 5 месяцев в Париже. Глава государства просто обиделся и уехал, поставив на паузу всю политическую жизнь в стране. Между тем, ситуация в Марокко обостряется. Пандемия ковида тяжело сказалась на стране, особенно сложно пришлось туристической отрасли. Цены на продукты за 2022 год выросли аж на 17%, что ударило по самым бедным группам населения. Растет неравенство.
элиты, и Мухаммед в том числе, становится все богаче, а подданные беднеют. В 2021 году масштабная утечка информации, известная как архив Пандоры, показала, сколько денег скопилось у марокканской элиты. Подданные короля откровенно злорадствуют по поводу раскола между королем и его элитами. Многим, особенно тем, кто пострадал от спецслужб, приятно думать, что Мухаммед может оказаться на их месте. Король, конечно, суверен, конечно, источник всякой власти, и светской, и духовной, но и спецслужбы тоже не для красоты зубы отращивали. Государственный переворот – дело отнюдь не невозможное. Отца нынешнего короля дважды пытались свергнуть местные чекисты. Про отречение никто не говорит вслух, но очень громко думают. Ведь есть сын короля, есть его младший брат, трон не останется пустым. Пока ситуация остается неопределенной. Мухаммед продолжает свой бунт против авторитетов. Он даже на похороны Елизаветы II не пошел. Так на всех обиделся. При этом отрекаться король не собирается. Напротив, его более чем устраивает преимущество его положения. А вот его окружение напугано и время от времени заговаривает о том, что надо бы всех этих спецслужбистов уволить, как когда-то в молодости удалось поувольнять любителей наказывать наследного принца плетью. Но никто не торопится начать открытый конфликт первым. Подданные живут все хуже, спецслужбы присваивают себе все больше власти, а король на них обижается, ездит в Париж и устраивает вечеринки, а также идет на пляж с братьями Азейтерами. Такой вот монарх. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Каца. Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллин, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com.